Всем привет! Что показали подводные испытания? Во-первых, по лазеру. Лазеры вообще никак себя не показали. Здесь сделал защитную пленку, и она запотела, и получается пучок цвета рассеялся. Но, в принципе, можно и без лазеров, если приноровиться, немного опыта, и будет понятно, куда робот едет, там корректировать уже манипулятором. Так, что я сейчас хочу сделать? Хочу проверить, есть ли вода в двигателе. Сейчас я сниму эту крышку и посмотрим. В двигателе воды нету, он абсолютно сухой. У него такая конструкция, этот корпус, он полностью герметичный, из куска железа сделан. Вот здесь вот резинка идет, плотно прижимается. И единственное место, куда может попасть вода, это на валу, где шестеренка, но там стоит сальник. Конечно, на больших глубинах вода, наверное, попадет. Но пока мы будем ездить по небольшим глубинам. Еще я стараюсь специально располагать двигатели вертикально корпусом металлическим, чтобы там был воздух и вода туда не попадала. Так, еще меня просили показать конструкцию гусеницы. Гусеницу я делал из проволоки 6 или 7 миллиметров. 7 миллиметров. Гнул я ее на кондукторе. Ну, вот это расстояние, это у меня ширина тисков. Ну, вот эти вот уже загибал на кондукторе. Самое главное условие, чтобы длина это была вся одинаковая, иначе она будет сползать. И потом уже сверху приваривал башмаки на эту цепь. Что еще хотел добавить по камерам? Установлено у меня две камеры. Рыболовная камера и обычная экшн камера. Экшн камера используется как регистратор. Естественно, у рыболовной камеры угол обзора гораздо меньше. Но что хочу сказать, она показала себя стабильную работу, никаких сбоев, все хорошо. По экшн камере снимает она 50 минут. И получается, снимает она много лишнего. Приходится вырезать все это потом при монтаже. Конечно, идеальный вариант был бы, чтобы какую-то находку нашел, включил ее, и она записывает. Но пока никак так не сделать. Вот. Пока вот такой вариант. В эту камеру я смотрю, наблюдаю, на эту камеру записываю. Все, всем пока, спасибо за просмотр.